Энергетическая проблема сегодня является актуальной для всего человечества. Традиционные источники энергии постепенно теряются на фоне новейших технологий. 30 турбин мощностью 5 мегаватт – каждая особенность для региона. На сегодня ни одна из уже функционирующих станций не может позволить себе таких мощностей. Проект мощностью 100 мегаватт был подключен в декабре прошлого года. На данный момент общая мощность подключенных турбин составляет 150 мегаватт. Ежечасно каждая ветротурбина вырабатывает 5000 киловатт-часов. В год ветротурбины генерируют около 375 часов. На данный момент в компании работают 11 человек. Развитие альтернативной энергетики получило большой импульс не только в регионе, но и в стране в целом. Переход Казахстана на зеленую энергетику предусматривает то, что к 2030 году ее доля должна составлять 10%. Всего в области открыто и работают 8 проектов, остальные еще в работе. First phase 30 turbines. Первая фаза 30 ветрогенераторов. Вот сейчас 30 они здесь находятся, да? 5 each. Каждая турбина по 5 мегаватт. По 5 мегаватт, хорошо. We are using the latest technology with the biggest size in this Мы market. ходим на проектную мощность. Ну да, так сказал, что говорит, мы используем самые большие турбины, которые сейчас доступны на рынке. И the government asking whether we reached the installed capacity, have we ever generated? Yes, Capacity. fully generated. We reached the installed capacity. Да, Оборудование Китая. да. The equipment is from China. Yes, turbines. Турбины из Китая. Да. Зеленая энергетика для области принесла пользу и в части инвестиций. Стоимость проекта составила 57 миллиардов тенге. Стоит подчеркнуть динамичный темп строительства ветряной электростанции. 8 месяцев понадобилось предприятию для запуска проекта. Глава региона положительно отметил этот факт. Вы пришли к нам, мы за руку берем и работаем вместе с вами. Вот такое отношение к инвесторам в нашей области. Вот такая политика государственная у нас. Спасибо за большую работу, которую вы сделали за столь короткое время. Кроме того, подъездная дорога к предприятию будет отремонтирована, заключил глава региона. Сейчас наша задача, вот дорогу мы довели с этой стороны, сейчас вот до Астаны дорога у вас будет качественная. В этом году, в 23-м, завершим этот проект. Возобновляемая энергетика, это в первую очередь не приносит вред природе. Кинетическая энергия ветра, мы производим электрическую энергию. То есть это потребители будут пользоваться нашей энергией. В планах предприятия дальнейшее расширение и установка еще 11 турбин. Стоит отметить, что экономика республики высоко обеспечена традиционными видами топлива. Однако построение новой энергетической модели на основе возобновляемых источников энергии крайне важно для страны. Сейчас в Казахстане насчитывается более 140 объектов альтернативных источников энергии. Айгерим Бегенова, Медет Каиркенов, Жамбыл Балтаев, Кокщи Акпарат.